Привет, друзья! Сандра Буллок является одной из самых ярких и харизматичных актрис Голливуда. Ее многие называют открытием в мире кино, той, что показала другим актерам, как на самом деле должна выглядеть естественность. Актрисе удалось заработать звезду на аллее славы, но самое главное, она заработала симпатию миллионов людей по всему миру. Сандра соглашается на самые разные роли в кинопроизводстве и зарабатывает большие деньги. Она может похвастаться одним из самых больших гонораров в Голливуде. Финансовые аналитики подсчитали, что капитал Сандры Буллок сейчас составляет $250 миллиарда. Как именно Сандра Буллок заработала это состояние? Вот об этом мы и решили рассказать. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Сандра Буллок и сколько она зарабатывает. Сандра Буллок родилась в Арлингтоне, штат Вирджиния, 26 июля 1964 года. Ее отец, американец Джон Буллок, был военнослужащим и преподавателем вокала на полставки. Мать, немка Хельга Матильда Мейер, была оперной певицей. Не утихают споры по поводу правильного написания фамилии актрисы на русском языке. В большинстве источников фигурирует вариант Буллок, хотя немало сторонников у написания Баллок и даже Боллок. Семья Буллок много времени проводила в путешествиях, часто летая из Америки на европейский континент в связи с гастролями матери. Когда Сандра достигла 12-летнего возраста, они окончательно обосновались в Штатах. Окончив школу, юная красавица поступила в университет на юрфак, но вскоре осознала, что это совсем не ее. Бросив учебу, девушка перебралась в Нью-Йорк, где планировала стать стюардессой или моделью. Радужным мечтам было не суждено осуществиться. Вместо этого 22-летняя девушка была вынуждена подрабатывать официанткой в кафе. Нужно было выживать, и Сандра бралась за любую работу, успев попробовать себя в качестве бармена и даже гардеробщицы. Поднакопив денег, она поступила на актерские курсы, и после их окончания пыталась реализовать свой талант в Нью-Йорке. В этом городе с карьерой у артистки не сложилось, и будущая голливудская дива перебралась в Лос-Анджелес. Как потом оказалось, не зря. Поначалу Буллок снималась в небольших ролях малобюджетных картин, но этого было достаточно, чтобы ее заметили критики и стали давать хорошие рецензии. О юной актрисе заговорили, и режиссеры стали приглашать ее для съемок в сериалах. Замуж Сандра Буллок вышла по американским меркам рано, в 20-летнем возрасте. Ее супругом стал актер Жан Винсент. Союз оказался очень недолгим, и в настоящее время актриса предпочитает о нем не вспоминать. Летом 2004 года Сандра вышла замуж за телеведущего Джесси Джеймса. 6 лет спустя после свадьбы пара усыновила чернокожего мальчика Луи Бардо, но вскоре семейная идиллия была разрушена. В СМИ разразился скандал о том, что Джеймс неоднократно изменял супруге, и актриса немедленно подала на развод. Приемный сын остался с Сандрой. Разведенной Буллок приписывали романы с актерами Райаном Рейнольдсом, Крисом Эвансом, Майклом Макдональдом. Однако свое счастье актриса нашла в 2015 году в лице фотографа Брайана Рэндалла. Журналисты наперебой публиковали предполагаемую дату помолвки, которая в итоге так и не состоялась. Пара вместе воспитывает сына актрисы, Луи, и ее приемную чернокожую дочь Лайлу, которую она удочерила в конце 2015 года. Первой ее серьезной актерской работой стала комедийная картина «Работающая девушка», которую зритель посмотрел в 1990 году. После этого Сандра на 3 года пропала с экранов. Наиболее успешным проектом актрисы в этот период времени стала роль в боевике «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Несмотря на то, что зрителям понравилась и запомнилась начинающая актриса, она была номинирована на антипремию «Золотая малина» как худшая актриса второстепенных ролей. Прорыв Сандры произошел в 1994 году, когда та снялась в боевике Яна де Бонта «Скорость» с Киану Ривзом. По сюжету картины террорист устанавливает в рейсовом автобусе, полном пассажиров, радиоуправляемую бомбу. Спасением жизни людей занимается сотрудник спецслужб и смелая попутчица, оказавшаяся за рулем. Фильм получил 2 премии «Оскар» за звук и монтаж, а Сандра стала всеобщей любимицей. За эту работу Буллок заплатили $500 тысяч. В 1997 году Сандра получила уже $11 миллионов за продолжение фильма «Скорость 2. Контроль над круизом», который не получился столь же громогласным. Позже Буллок заявила, что сожалеет о съемках в сиквеле «Скорости». Сандра, поймав волну, создала свою продюсерскую студию и сыграла главных героинь в картинах «Сеть» и «Пока ты спал». Эти фильмы имели колоссальный успех у зрителя, но далее карьера звезды пошла на убыль.
Популярность Буллок возродилась в 2000 году, когда в прокат вышел фильм «Мисс Конгениальность». В этой картине комедийный талант актрисы раскрылся полностью, зрители были в восторге. Кассовые сборы составили более 200 миллионов долларов. Роль агента ФБР Грейси Харт принесла Сандре «Золотой глобус». В 2005 году актриса получила 17,5 миллионов долларов за фильм «Мисс Конгениальность 2. Прекрасна и опасна», который был встречен публикой прохладнее, но не остался незамеченным. 2009 год стал особенно успешным и плодотворным для Сандры. Романтическая комедия «Предложение» с Райаном Рейнольдсом собрала целых 317 миллионов долларов по всему миру, и актриса была в третий раз номинирована на «Золотой глобус». А спортивная драма «Невидимая сторона» стала самым кассовым фильмом в США. Буллок сначала отказалась от роли, так как не хотела играть убежденную христианку, но впоследствии не пожалела о своем решении. Роль в «Невидимой стороне» принесла ей Оскара, «Золотой глобус» и премию гильдии киноактеров. Тонкую и трогательную картину «Невидимая сторона», основанную на реальных событиях, критики и зрители оценили высоко. Сандра Буллок сыграла простую женщину, и ради этой роли ей пришлось превратиться из жгучей брюнетки в блондинку. В картине повествуется о супружеской паре, которая усыновляет мальчика и помогает ему в получении образования и престижной работы. Гонорар актрисы за эту работу составил 20 миллионов долларов. Драма «Гравитация» была признана критиками лучшим фильмом 2013 года, главные и единственные роли в котором исполнили Сандра Буллок и Джордж Клуни. Картина, в которой Буллок сыграла одну из своих лучших ролей, получила Оскара. По количеству кассовых сборов фильм стал вторым в карьере актрисы. Актриса заработала 20 миллионов долларов за главную роль в этом фильме. Агент Сандры также договорился о том, что актриса получит 15% дохода от проката, что увеличило ее гонорар до 70 миллионов долларов. Это был невероятный успех, мало кто мог похвастаться столь солидными гонорарами. В 2018 году она снялась в роли Дебби Оушен в фильме «8 подруг Оушена», а затем исполнила главную роль в картине «Птичий короб», которую также продюсировала. Всего за неделю фильм посмотрели более 45 миллионов человек. Это был наибольший успех в истории Netflix, самый кассовый фильм. Гонорар актрисы за роль в этом фильме свыше 20 миллионов долларов. Когда твое имя и актерское мастерство могут приносить такие внушительные дивиденды, нет никакой необходимости гоняться за работой. Сандра Буллок очень успешна в Голливуде, и солидные доходы доказывают это. Даже если Сандра Буллок решит в ближайшее время уйти из актерской профессии и никогда больше не будет работать в Голливуде, заработанных денег наверняка хватит на всю жизнь. Наряду с регулярными съемками в фильмах, актриса владеет собственной продюсерской компанией и сетью ресторанов. Общий доход от бизнеса составляет порядка 17 миллионов долларов в год. При этом Буллок все организовала так, что на всех бизнес-направлениях у нее стоят надежные руководители, потому ей не приходится ничем управлять самостоятельно. Можно сказать, что Сандра не только яркая актриса, но и не менее блестящая бизнес-вумен. В последние годы мать двоих детей также сосредоточила свое внимание на продюсировании фильмов. В числе прокатов оказались «Птичий короб» и «Наш бренд – это кризис» 2015 года. Создается впечатление, что Сандра Буллок старается занять различные позиции в кинопроизводстве и при этом зарабатывает большие деньги. Основным родом деятельности актрисы, конечно, являются съемки. Именно этому ремеслу она отдает всю себя, практически не оставляя времени на родных и друзей. Если взять все фильмы актрисы за последние 15 лет, то получится, что в среднем за одну роль в картине актриса зарабатывает порядка 9 миллионов долларов. Общий доход от всей деятельности актрисы, включающий съемки в фильмах, рекламные контракты, продюсирование и ресторанный бизнес, составляет порядка 34 миллионов долларов в год. А общее состояние актрисы оценивается в 254 миллиона долларов. Сандра Буллок активно поддерживает сообщество Американского Красного Креста. Актриса не менее 5 раз жертвовала организации по 1 миллиону долларов. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!